Всем привет! Мы находимся на трассе Ястреб в Польше. Она располагается примерно в 100 километрах от Варшавы на юг, по трассе на Краков. И сегодня я впервые покатаюсь на своей машине по гоночной трассе. Это Hyundai 30N, уже дорестайлинг на данный момент 2019 года, но тем не менее она все еще достаточно актуальна для того, чтобы считаться свежей моделью. Абсолютно полный сток, даже шины заводские еще стоят, их еще не меняли с homологацией Hyundai. Мне, честно говоря, немножко жалко, душа побаливает их насиловать, потому что я же знаю, чем все закончится. Все закончится тем, что боковина отлетит моментально, и, в принципе, я уже морально к этому подготовился. Так что мы заправили полный бак 98-го бензина и будем пробовать кататься. Ну что, мой черед выехать. Желтенькая вторая группа. Средний темп. Все отлично, прокатились мы первый раз. Машина подогревается, конечно, но в принципе где-то 2 круга можно проезжать и не перегреваться. Где-то 120 градусов это был мой такой предел, и я старался быть ниже все время. Там не показывает конкретно в цифрах, какая температура, но есть такая полосочка, которая размечена там 100 и 150, и вот меньше 125 я старался держать. В принципе, так проедешь, чуть-чуть остынешь, и она опускается обратно до 100 градусов. Самое интересное – это шины. По рекомендации производителя нужно держать давление 2,9 бара на горячую. Но самое интересное – это что боковина, в принципе, не ушла. То есть сейчас я выверну руль. По боковине видно, что она, конечно, пострадала, но, в принципе, не страшно, не критично. Я думаю, что легко можно проезжать пару-тройку дней. То есть, в принципе, шины классные. Я доволен, реально доволен. И при этом какие-то эмоции и динамику ты получаешь. Интересный проезд. Много поребриков. Я пришел к выводу, что лучше, наверное, их объезжать, потому что на них машина плохо тормозит. А если ты пытаешься на них разогнаться, то ты ловишь такой типа воблинг. Неприятненький. В остальном все супер. Ревмэч работает и очень помогает. Так что, расскажи эмоции как пассажир. Ты сказал, что прихватило где-то здесь, в сердце, когда был скоростной спуск, и аж душа в пятки ушла. Слушай, ну, мне понравился подъем. Прикольно, конечно. Подъемчик такой, прям как на горке. Точнее, спуск. Там очень... И подъем, и спуск. Но в подъем, мне кажется, тачка едет так, типа, да? Мне больше понравился спуск, и именно вот эта вот пиковая точка, ну, как везде. Разгрузка такая, да? Да, то есть очень приятные и одновременно такие странные ощущения. Угу. И, ну, в целом, с трассы, как я понял, довольно ходовая и безопасная, но есть один
вот момент сразу после спуска, там такая змейка лево-право, и там надо прям хорошо оттормозиться, просто если ты не успеваешь оттормозиться, то там нету зоны вылета, и как бы ты сразу можешь улететь в кювет. А так, в целом, я думаю, что тебе надо ехать в следующей группе, ну, может быть, перейти в более быструю, потому что мы упирались в других людей. Если не бояться и сразу идти на обгоны, тогда все нормально. Меня очень порадовало, что шины не убились моментально. Даже они не легли на бок, я тебе скажу. Реально, видимо, амалогационная шина это, ну, что-то дает. Потому что тачка полностью проработана. И, как все любят говорить, там на Нюрбургринге, короче, разработано вот это все. Буква N в форме эски, типа там туда-сюда. Звезд с неба не хватает, но для того, чтобы просто вот с кайфом прокатиться пару кружочков по трассе, этого вполне. Саша. Здравствуй, Марк. Мама. Расскажи пару эмоций так. Ну вот, ты первый раз вообще на треке в Польше, любом? В Польше, да, первый раз на треке. И вот как ты решился? Вот мне, допустим, было так, знаешь, надо было перебороть себя, чтобы тачку вывести все-таки на трек. Или ты уже давно с этим свыкся еще в Беларуси? Свыкся с этим еще в Беларуси. Машина новая на гарантии. Типа пофиг, да? Типа пофиг. Абсолютно. Ну, на самом 3 деле, года на да. треке. Ну, получается, если нормально, адекватно, более-менее относиться, то за 3 года раз в месяц выезжаю на трек, иногда 2. 1 ступичный подшипник. Все. То есть ничего страшного Вообще не ничего. происходит, да? Ну и пару комплектов убитой резины. Года 4 назад чуть не разложился очень сильно на дороге. После этого решил, что пора научиться ездить. И После поехал 10 на лет трек. стажа надо научиться наконец-то ездить. Абсолютно правильное решение. Курсы повышения квалификации. Овчинникова? Да. Да, знаю Трек. таких людей. Трек. И, собственно, теперь даже нога не дергается в городе сильно газ нажимать. Просто когда уже прям не терпится, Мое едешь уважение. на трек. Ну, я понял. Ну, вообще цель как бы подучиться, перестать бояться и доехать до Нордшляйфе. Круто. И там выехать из 10 минут на вот этом корыте. Блин, это достойно. Нет, это очень реалистично. Не, это вполне реалистично. можно, Ну, в Гран-туризмо это делается. да. Да, блин, круто. Круто. Ладно, надо ехать. Вы же, наверное, тоже. У тебя зеленая группа. Да. У меня желтая, следующий. Все, тогда я поехал. Да, конечно. Прокатился еще одну сессию. Масло у нас чуть больше 100 градусов. Я ее не глушу, она немножко еще пускай поработает. На этот раз со мной каталась Маша, и можем спросить у нее, как она пережила эти все нагрузки и перегрузки. Было нормально, я ничего не чувствую, только почувствовала... Ничего не чувствую Ну, вообще. сейчас ничего не чувствую, но на горке, правда, ты такое ощущение, как будто ты замираешь, сердце замирает, и такой вот вдох, Ну да, и потом на самой такой... вершине такой. Да. Фух, красиво. Но в остальном просто обычное. Да, есть такое. Говори туда. Я не знаю, что сказать. Я тебе задаю вопрос, а ты отвечаешь. Могу рассказать, что я думал, что не будет так быстро. но Говори, говори. По факту очень быстро. По ощущениям машина едет очень быстро и относительно моей. Это типа супер. У него крутой М3, но Е46. Тоже такая подготовленная. уровень. Да. Ну, короче, Красивая, с карбоновыми элементами. Очень круто. Тебе понравилось? Да. А тебя пустят за руль? Я не знаю. Ну, короче, очень бы хотелось сравнить даже самому, но кажется, что эта машина потенциал просто бешеный, и еще на такой резине. Ну, типа, реально, по ощущениям, просто я вижу, что некоторые повороты, ну, типа, проходят на андерстире, типа, на позднем торможении. Здесь еще И, особенность наверное, этой машины конкретно. У нее очень много центр масс, типа, смещен вперед, и нужно очень грамотно, типа, долго грузить перед, так аккуратно, чтобы зад подсорвался и подзакрутился. А если сразу, то будешь просто... Ну, короче, просто по первым впечатлениям машина лютая. Вот только это могу сказать. Подзаряженная такая М3 Е92. Очень интересная машина. Эмоции, мокрая спина, На мокрый самом, торс. деле, на самом деле просто очень жарко было. В салоне, ну, то есть нет кондея, нет обдува никакого почти. И там на горке, получается, просто скорость набирается еще больше, перегрузка, соответственно, еще больше. Но в поворотах, в принципе, там плюс-минус, как у тебя было.
То есть, возможно, даже у тебя где-то там машина кренилась больше, поэтому как-то она ощущалась так. Тут машина очень стабильная и, ну, как бы хорошо настроена, наверное. И я уверен, что она никаких хорошо кренов, настроена. то есть ничего. Было бы очень интересно увидеть себя за рулем этой машины, но... Кто знает, хотя бы... знает, может быть, однажды. A few moments later. Сейчас мы проедем не на вот этой голубенькой малышке, а вот на этой белой. Вдруг неожиданно как отключается, типа, и руль становится резко тяжелый. Долго не могли разобраться. Тут же ЭУР стоит. Оказалось, короче, рулевой кардан, который идет, ему там крестовине. И из-за этого и люфт есть, и руль тяжелый. Просто она все окей, а потом раз, типа, и я такой, блин, и мне не хватило сил просто отрулить. Руль потяжелел так сильно, капец. Я ездил на таком же конфиге с ЭУРом, все, и там просто песня. Я хочу так же. Да, я хочу, чтобы было нормально. Не, так вообще все. Вот педали идеальные, так приятно, все нажимается. Кулиса идеально, все четко. Абсолютно безошибочно. Очень круто и удобно и сидеть. Тут получается сейчас ходы настроены как в обычной. Как в стоке, типа. Да. Не слишком короткие. Да, можно еще короткие сделать, но я пока... Нормально, очень хорошо. Они такие довольно легко входят и довольно четко. Не путаешь и нормально. Я ее планирую на Нюре оставить. Она будет там стоять, вот, приезжать, сказать там... 62 секунды. Топ-1. Чувак спросил, типа, уточните у водителя, точно ли нигде не срезал. Потому что время какое-то странное. 62 секунды, а вы точно не срезали? Да, как тебе? Ну как, пушка, ракета, пуля, не знаю, что еще сказать. Ну, быстрая. Похвалите еще это пиво. В пиве твоя сила и мудрость. Конечно, понравилось. Я все расскажу. Можно мне узнать, когда будет обед? Это очень важно. Я не знаю, нужно спросить у организатора. Вторая слишком короткая на выезд здесь на мост, да? А третья уже так, она едва тянет, она в горку так, типа, Да. едва поднимается. Вот, потом, что еще? Ты еще на моей не ездил. Это с точки зрения мотора. Не, Да. ну там типа по редукции. Ну Ну-ну-ну. это такое все, конечно, нормально в любом случае. Мощность, типа, есть все равно. Подвеска классная, очень круто проглатывает все вот эти вот поребрики. Она прямо тормозит по ним и не теряется. Да. Потому что вот на своей мне приходится прямо объезжать их. Если я на поребрике заторможу, У тебя АБС? всё, подпрыгнет, короче? да, все, типа, или разгрузка будет, если начинаю газ нажимать на поребрике, он тоже отрывается, все. А здесь она прям, что есть поребрик, что нет, в него так, типа, и офигенно все отрабатывает. Не хватает держачка спереди, наверное. Тут по-хорошему, конечно, 295-е покрышки вперед поставить, А тут что? 265-е. 265. Да, она явно такая, типа, с держачком назад.
А может, И она конфигурация такая поменялась? нет, чуть-чуть, в машине? чуть андерстирная. Хочется ей придать, знаешь, больше вращения. Ну что, надо еще вердикт по моей, чтобы ты сказал. Возможно, даже за рулем проехался сам. Можно попробовать. Что там у тебя? Нанканг NS2R. Как тебе Нанканг, кстати? NS2R, ну прям, я ж переобул сразу с R1. Да, хуже? Ну да. Не, ну он должен быть хуже, чем Да. R1. А по сравнению с... Что там у тебя было? На что Якогама, это, жаловался? конечно, лучше. А как тебе трек и как, кстати, конфиги? Они тут постоянно меняются? Постоянно разные. То есть вообще не Мята угадаешь? челленджа вообще был сразу после горки, сразу направо. Вот тут вот прям закручиваешься, вот так, вот эту змейку, и, в общем, была менее скоростная. Вот это какая-то прям скоростная. Ну да, я тоже как-то заметил. Я покатался чуть в Assetto Corsa, там тоже чуть-чуть Ну другой ты конфиг. не угадал стопудово конфиг. Не, Там, ну я, там да. их две, во-первых, и есть еще третий Assetto Corsa, Не, ну я который чисто свободный. прочувствовать вообще, как там, что, где, да. То Не есть, совпадает? да, так это официальная трасса от них. Я знаю, я имею в виду, что в целом Да, похоже. по ощущениям. Да, всё. я взял, вот там есть вот эта машина, ну не совсем такая, с кузовом фастбэк, но то же самое. И я даже прочувствовал эти моменты, когда на поребрике наезжаешь, и она типа плохо на них тормозит, или начинается такой воблинг, типа, и в реальности все то же самое. Но я пока не могу сказать так, что я вот типа покатаю в Симе, потом сажусь в машину, я как-то точно так же еду. У меня вообще все по-разному. Не, ну может быть в ощущениях, конечно, будет по-другому. Тут скорее, знаешь, конфиг понять, типа пристреляться по передачам, по точкам торможения. Я-то на самом деле мало очень накатывал на Симе. Я себе купил Сим Рик этот и поездил, наверное, раз 10 за все время. Он не стоит Ну без дела. надо практиковаться, да. Как-то скучно, надо что-то такое придумать, что веселее, чтобы цель какая-то была, а то просто накатывать такое. На рейтинг катать в iRacing. Вот там жопа горит вообще. Да? Да, там просто полыхает пламенем. Там такая мотивация. Ты уже забываешь, что надо есть, что надо дышать. Надо ехать и, блин, поднимать рейтинг. Это прям Смотри, такая мне- шина. Ну все, я в монококе. Или просто в коке. Пик-пик. Ой, ой, все. Попал на на бабки. бабки. Попал на бабки, да. Я уверен, что выгоднее ехать сразу здесь, внутри, на этой машине. Окей. В iRacing много таких приколов, и там всегда выгоднее ехать внутри. Ну, на копеечку, типа, но выгоднее. В смысле, имеешь в виду не на супербыстрых машинах там? Да. Распускать, я имею в виду, нет смысла. Здесь надо как-то постараться. Уже тормози. И проноси, носи. Туда. И расширяться туда. Да. Здесь, возможно, лучше, наверное, широко зайти. лучше не ехать по поребрику, наверное. Я просто вообще первое время чуть-чуть дальше заезжал, ну, чуть-чуть дальше вперед. И, ну, как бы... Здесь тоже торможение снимает, а вот здесь внутри проехать по поребрику норм, типа ничего не мешает, как бы. Мы сегодня поездили по гоночной трассе под названием Ястреб. На самом деле это не совсем гоночная трасса, это так называемый учебный полигон, в котором, как вы можете видеть, очень много конфигураций получается. Каждый раз она новая, для того, чтобы участникам было не скучно. Трасса интересная, есть даже небольшой перепад высоты искусственный, такая рампа. За сегодняшний день мне удалось проехать на трех автомобилях за рулем. На своей Hyundai A30N, на BMW M3 и на Mazda MX-5 беленькой ND. Собственно, постарались поделиться опытом, рассказать друг другу, какие есть нюансы, что можно где улучшить и так далее, и так далее. Конечно, мне очень понравилась BMW M3. Это прекрасный автомобиль. Там есть свои нюансы, кстати, которые я отметил еще, когда ехал за рулем. На Mazda MX-5, в принципе, никаких вопросов. Машина не очень мощная, но довольно хорошо сбалансирована, имеет достаточно много зацепа, не перегревается, и на ней можно просто ездить и нарабатывать навыки и бороться со временем.
По поводу моей машины Hyundai. Она полностью стандартная и, в принципе, она меня, наверное, даже чуть-чуть удивила. Я ожидал от нее меньшего. Она смогла покататься, она не перегрела колеса, ну, по крайней мере, не износила их так, чтобы снаружи они стали отрываться. То есть, в принципе, они еще остались более-менее целыми. Конечно, хороший зацеп формируется там буквально 2-3 круга, а потом все плывет. Плюс греется масло, потому что нет маслокулера. Но стандартной системы охлаждения хватает после, будучи холодным, выехать и проехать, может, пару кружков, потом подостыть и еще пару кружков. Немножко подогрели тормозную жидкость, но посидели там с Алексеем, спасибо ему, помог мне, прокачали. Это помогло. И еще один нюанс я отметил, такой немного неприятный, до конца пока не понимаю, что именно это. Когда наезжаешь на, допустим, по ребрике какие-то неровности в полный газ, то колесо, и руль начинает так трястись, такой воблинг какой-то начинается. Где-то что-то начинает играть, не хватает где-то жесткости. Возможно, это потому что стандартная подвеска из резинок, и надо просто, чтобы она была жестче. Собственно, на этом все. Мы прощаемся с вами и до следующего выпуска.